Госконтракты – выгодная бизнес-тема. Это гарантированный сбыт, это надежный заказчик и это хорошая прибыль. Вы хотите стать подрядчиком в госзакупках, много и стабильно зарабатывать, выходить на новые объемы сделок и прибыли? Планы классные, но всегда есть риски. И один из них – это утонуть в бумагах. Расходы на документооборот могут съесть всю вашу прибыль. И если вы хотите избежать таких рисков, это видео для вас. Отчетность за использование госденег – это всегда большой и важный объем документов. Многие предприниматели вообще не выходят на рынок госзакупок, поскольку боятся утонуть в этих бумагах. Другие компании страдают от резкого роста расходов на документооборот. Я дам 4 важных совета, которые помогут вам избежать проблем в этом аспекте работы с бюджетными деньгами. Первое. Наведите порядок в работе с документами до того, как вы ходите на тендеры. Яркий пример из моей практики. У последнего нашего клиента мы организовали базовый документооборот, соответствие комплектов документов договорным отношениям, электронное хранение и так далее, а также раздельный учет для формирования верного отражения себестоимости по проектной работе. Такой учет должен был быть, но его не оказалось, и при этом качественная упаковка в бумажной стороне вашего бизнеса нужна не только для госзакупок, а еще и для налоговой оптимизации, повышения прозрачности и управляемости вашей компании, ну и так далее. Лучше навести порядок один раз, а потом спокойно работать, не имея проблем или потребностей в авральном обслуживании документооборота. Аврал всегда стоит дороже. Второе. Обеспечьте высокий уровень учета внутри вашей компании. Понимаю, что собственнику трудно оценить профессиональный уровень своих узких специалистов, но всегда можно заказать экспресс-аудит у профессионалов консалтинга, иначе возможны неприятные сюрпризы. Вот случай из моей практики. У компании почти 100 проектов и 10 АКВЭД, но главбух с удивлением узнает, что все затраты надо было учитывать попроектно, чтобы развить по видам деятельности. Хотя такая работа стандартная. Государство не требует ничего необычного, это учетный минимум. Еще со времен СССР считали безо всяких компьютеров на бумаге. Многие предприниматели сначала заходят в процесс работы с госденьгами, а потом понимают, что их бизнес проседает в элементарных вещах, даже в таких, как документальное обоснование выбора субподрядчиков. Опять же, чтобы было понятно, объясню на примере. Все знают, как обезопасить себя от претензий ФНС. Покупаешь товар на 100 рублей, и чтобы инспекция не оспорила затраты, не пересчитал налог на прибыль, то в случае крупной закупки проводят процедуру конкурса с комиссией. Снабженец сводит несколько коммерческих предложений, обозначает плюсы и минусы с помощью простейшей аналитики. Дальше сбор. Комиссия, которая знакомится с данными, принимает решение. Протокол согласован, подписан, работа началась. И в любом суде это будет отличный документ в пользу бизнеса. Но если вы работаете с федералом, то можно защитить свою безопасность теми же методами. К сожалению, у многих это понимание отсутствует. Третье. Правильно оцените риски. При оценке рисков руководители берут за основу собственный опыт взаимодействия с налоговой, где есть механизмы исправить плохую ситуацию, даже если владелец нанял команду с низкой компетенцией, даже если главбух переплатил налог на прибыль, либо взял в зачет счет-фактуру, которую не должен был брать, можно отыграть назад, пересдать декларацию, заплатить пени, штрафы, подать на возмещение. Да, часть денег компания, конечно, временно выйдет из оборота, но это не критично. А при работе с госденьгами исправить ничего нельзя. Нельзя переподписать госконтракт задним числом, нельзя отыграть назад выполненные работы и отчетность по ним. А есть еще менее явные риски, очень страшные. Например, проверка может прийти через 8 лет, и нужно будет доказывать свою добросовестность. Надо будет предъявить не просто документы, а оригиналы. Вот пример из практики. Организацию на юге России проверяли по субсидиям 8-летней давности. За это время успело смениться 4 собственника, базы давно нет и офис переезжал постоянно. Но выбора не было. Либо заниматься очень дорогостоящим восстановлением, либо возвращать 50 миллионов рублей субсидий. Видите, насколько критичен документооборот при работе с госденьгами. И если бы все с самого начала было в порядке, то не пришлось бы ни паниковать, ни доплачивать за аврал. Четвертое. Подстрахуйтесь от фактора неграмотности и халатности ваших сотрудников, иначе вы гарантированно утонете в бумагах. Примеры жизни. В шаблонных договорах есть такая фраза: «Письмо подтверждения заказа, оформленное в электронном виде, является неотъемлемой частью договора».
В нормальной бухгалтерской практике никто не будет такие документы собирать, складировать, ставить печати. Но если ты покажешь договор с таким положением госорганам, это твои проблемы. Готовь к отчету письма или переделывай договор. А почему компания столкнулась с такими сюрпризами? Юристы некачественно сработали, тупо скачали шаблон, не проверили, и в итоге лишняя работа всем подразделениям. Тем, кто подписан на мой канал и видел предыдущие ролики, знают, как важно привлекать специалистов с опытом работы в конкретной сфере. Самый безопасный и выгодный способ – это обратиться к профессионалам отрасли. Наша команда всегда готова протянуть вам руку помощи. Записывайтесь на 30-минутную консультацию со мной или приезжайте ко мне в московский офис на личную встречу. Увеличение документооборота – это неизбежный процесс, иначе никаких денег за выполнение госконтракта вы не увидите. Требования к организации учета выходят на новый уровень. В обычной жизни бухгалтера не тратят много усилий на разверстку расходов. Все затраты считают котловым способом. То есть все вместе, без детализации и конкретизации. И, соответственно, состояние работы с первичными документами тоже оставляет желать лучшего. Многие документы отсутствуют, поскольку вроде бы и не требуются. Но вот при работе с госденьгами потребуется абсолютная прозрачность при формировании себестоимости единицы каждого изделия, а следовательно организации системы сбора хранения первичных документов и более тщательная методика учета расходов. То есть с точки зрения учета компания обязана выйти на новый уровень развития. Потребуются компетентные профессионалы, регламент, аналитика. И чем больше внимания вы уделите этим аспектам заранее, тем меньше проблем будет в процессе выполнения госконтрактов и отчетности за них. В конце концов, делать все постепенно и грамотно – самый рациональный подход. На упаковку учета перед тендерами можно потратить, условно говоря, 100 рублей, а в авральном режиме это уже будет стоить минимум 300. Да еще и масса нервов и рисков в придачу. Какие проблемы, связанные с работами по госконтрактам, больше всего волнуют именно вас? Давайте обсудим это в комментариях к этому видео.